Богатый откупщик в хоромах пышных жил, ел сладко, вкусно пил, по всякий день давал пиры, банкеты, сокровищ у него нет сметы. В дому сластей и вин, чего не пожелай, всего с избытком через край, и словом, кажется, в его хоромах рай. Одним лишь откупщик страдает, что он не досыпает. Уж Божьего ль боится он суда? Иль просто трусит разориться? Да только все ему не крепко как-то спится. А сверх того, хоть иногда он вздремнет на заре, так новая беда. Бог дал ему певца, соседа. С ним из окна в окно жил в хижине бедняк-сапожник, но такой певун и весельчак, что с утренней зари и до обеда, с обеда до ночи без умолку поет, и богачу заснуть никак он не дает. Как быть и как с соседом сладить, чтоб от пенья его отвадить? Велеть молчать. Так власти нет. Просил, так просьба не берет. Придумал, наконец, и за соседом шлет. Пришел сосед. «Приятель дорогой, здорово. Челом вам бьем за ласковое слово. Ну что, брат, каково делишки, Клим, идут? В ком нужда, уж того мы знаем, как зовут. Делишки, барин. Да, не худо. Так от того-то ты так весел, так поешь. Ты стало счастливо живешь? На Бога грех роптать, и что ж за чудо? Работаю завален я всегда. Хозяйка у меня добра и молода. А с доброю женой, кто этого не знает, живется как-то веселей. И деньги есть? Ну нет, хоть лишних не бывает, зато нет лишних и затей. Итак, мой друг, ты быть богаче не желаешь? Я этого не говорю, хоть Бога и за то, что есть, благодарю. Но сам ты, барин, знаешь, что человек, пока живет, все хочет более, таков уж здешний свет. Я чай, ведь и тебе твоих сокровищ мало, и мне бы быть богатей не мешало. Ты дело говоришь, дружок. Хоть при богатстве нам есть также неприятства. Хоть говорят, что бедность не порок, но все уж коль терпеть, так лучше от богатства. Возьми же. Вот тебе рублевиков мешок. Ты мне за правду полюбился. Поди, дай Бог, чтоб ты с моей руки разжился. Смотри, лишь промотать сих денег не моги, и к нужде их ты береги. 500 рублей тут верным счетом, прощай. Сапожник мой, схватя мешок, скорей домой не бегом, летом. Примчал гостиниц под полой, и той же ночи в подземелье зарыл мешок, и с ним свое веселье. Не только песен нет, куда девался сон, узнал бессонницу и он. Все подозрительно, и все его тревожит. Чуть ночью кошка заскребет, ему уж кажется, что вор к нему идет. Похолодеет весь, и ухо он приложит. Ну, словом, жизнь пошла, хоть кинуться в реку. Сапожник бился, бился, и, наконец, за ум хватился. Бежит с мешком к откупщику и говорит: «Спасибо на приятствие. Вот твой мешок, возьми его назад. Я до него не знал, как худо спят. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен ни миллион». Мораль басни Ивана Крылова «Откупщик и сапожник». На первый взгляд может показаться, что мораль басни заключается в том, что лучше быть счастливым и беззаботным бедняком, чем тревожным богатым. Однако это поверхностное восприятие. Истинный смысл басни гораздо глубже. Образ богатого персонажа воплощен в фигуре откупщика. Откупщик – это человек, который за определенную плату получает от государства право на сбор налогов или монопольную торговлю такими товарами, как соль или вино. Откупщик платил государству лишь небольшой процент от доходов, а остальное клал себе в карман. Такое богатство добывалось нечестным путем, через эксплуатацию и обман. В результате откупщик постоянно жил в страхе, боялся разорения, суда и возмездия. Сапожник же, напротив, вел честную и скромную жизнь. Он трудился своими руками, был доволен своим ремеслом и счастливо жил с доброй женой. Его душевное спокойствие основывалось на честности. Однако все изменилось, когда он получил от соседа в подарок мешок денег. Вместо радости неожиданное богатство принесло ему беспокойство. Сапожник начал бояться за сохранность денег, его покой был нарушен, а привычная гармония исчезла. Мораль басни Ивана Крылова ясна. Счастье и душевное равновесие не зависят от количества денег, а от того, каким путем они были заработаны. Деньги, добытые нечестным путем, приносят тревогу, страх и внутренний разлад. Даже внезапно обретенное богатство, если оно не связано с честным трудом, способно разрушить привычную гармонию жизни.
Истинное счастье и финансовое благополучие рождаются тогда, когда человек приносит ценность другим через честный труд. Создавая что-то полезное для окружающих, он не только улучшает свою жизнь, но и делает мир лучше. Такой подход укрепляет внутренний покой, создает стабильность и открывает возможности для роста. Богатство, основанное на ценностях и честной работе, всегда становится источником радости и уверенности, а не беспокойства и страхов. Благодарим вас за просмотр. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком, это вдохновляет на создание нового контента. Делитесь своими мыслями и примерами в комментариях, нам будет интересно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч!